Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, и мы вновь встретились с вами на заседании нашего светского клуба. На повестке уже традиционно вышивка. Я поделюсь с вами своими успехами в работе над большой картиной «Базарный день». И сегодня вы увидите не только готовые фрагменты картины, но и все 50 с лишних процентов вместе взятых. То есть настал момент перетяжки канвы, а следовательно у меня появилась возможность продемонстрировать вам, как базарный день выглядит на сегодня. Затем последует рубрика «История под вышивку». Мы совершим очередное путешествие к тайнам и загадкам древнего мира. Компанию нам составит римский император Нерон, жуткое чудовище на троне. Что же такое сделал Нерон? И совершил ли он все те злодеяния, которые ему приписывают? А если совершил, то почему? Он был садистом или безумцем? Или преследовал какие-то политические цели? Сжигал ли он Рим? Преследовал ли христиан? Эти вопросы, друзья, мы и рассмотрим во второй части видео. А сейчас... Нет, не вышивка, минута прекрасного. А затем вышивка. Двадцать 3 мая. Этот начатый эпизод, друзья, открывает следующий двухнедельный период. А вот так он уже выглядит в воскресенье. Все, друзья, готова брусчатка, соломка, как интересно здесь просматривается. Следующие и последующие участки разнообразием, как вы понимаете, отличаться не будут. Ну, здесь, конечно, нас порадует пушистый зеленый овощ, он же совойская капуста. И закончим плетеную клеточку или корзиночку. Я думаю, что это клетка для курочек. Все, друзья, приступим. Готова плетеная переноска для птицы и пышный лист капусты. Далее нас ждет полное завершение пушистой капусты, и брусчатка с соломой будет сменяться соломой на брусчатке. Красота! Готов сочный зеленый овощ для вкусных салатов. Давайте пройдемся еще раз по последним эпизодам, торговым рядам. И я, друзья, займусь перемоткой и перетяжкой канвы для встречи с новыми интересными героями картины.
что тут скажешь, когда оно, конечно же. Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. И снова перед нами чистый, так сказать, лист бумаги. Открылось новое поле деятельности. Скоро улицу загромоздят крестьянские тележки, послышится мычание привязанных коров, женщины понесут за лапы домашнюю птицу. Красота! На сей раз, друзья, я решила идти в гору, подниматься вверх картины, хотя обычно, как вы уже знаете, я предпочитаю спускаться с горы, да, то есть вышивать сверху вниз. Попробую, а там посмотрим, как оно будет. Хочу покончить, наконец-то, с брусчаткой, частично усыпанной соломой. Да, именно эти два элемента будут сопровождать нас в ближайшее время. Так, а что же нас ждет помимо соломы и брусчатки? Сейчас... Ага. Ну, собственно, ничего. Останки совойской капусты нас порадуют. И на этом пока все. Матерь Божья, зато какое разнообразие и количество цветов. Обратите внимание. Потрясающее что-то. Невероятно. Какая красочная, разноцветная оказывается солома и брусчатка. Так, и самая масштабная группа будет состоять из 605 крестиков. Да, участок все-таки обещает быть интересным. Вот так будет выглядеть заключительный символ. Но к нему еще надо прийти. Начнем, конечно, с единичек. Какой лакомый кусочек остался. Так, все, готова твердая почва под ногами. Набросала слегка обещанной соломы и капустных листочков. Детки из ближайших домов соберут их для своих круг. А мы идем далее. Я вышиваю от единичных крестиков. На чистом поле по разметке мне легче их вылавливать. И далее по возрастающей. Начну с микроузелка. Прижимаю иглой к пальцу концы двух нитей. Другой рукой этими нитями обвиваю иглу. Зажимаю пальцами то, что получилось, и веду вниз до конца. Все, узелок готов. На изнанке иглу провожу в образовавшуюся петлю. Вышиваем. Мы подошли к самозакрепке, то есть сначала прокладываем верхний стежок полукрестик, но не затягиваем его до конца, так как под ним должен пройти нижний стежок. Нижний затягиваю, а верхний в этот момент выравниваю, удерживая вспомогательной иглой с насечками, и укладываю уже сверху, когда нижний затянут. Теперь верхний стежок удерживает нижнего. Все, расправили стежки и вышиваем дальше. В основном же я пользуюсь закрепкой микростежок. Если в начале вышивки, то нити креплю в центре клеточки, на которой тут же ляжет крестик. Если в конце, нити креплю в центре любой соседней клеточки. А именно, вывожу иглу с нитью с изнанки на лицо в центре клеточки, расщепляя при этом нити канвы. Перехватываю иглой нить канвы в расщелине и увожу нить уже наизнанку. Затем вышиваю крестик в привычном мне направлении. Верхний полукрестик смотрит у меня с нижнего правого угла в верхний левый.
Все. Тут, друзья, яркое впечатление на эпизоде с брусчаткой оставили нижние конечности, в смысле задние, они же лапы, друга человека, собаки. Я не знаю, может, там собака друг человека, а у нас управдом друг человека. Ну что ж, друзья, осталось подвести итоги. Итак, вышито уже 53,7% картины. В крестиках это составляет 186 тысяч. За прошедший период мне удалось вышить 12 тысяч 50 крестиков. Да, друзья, и впереди еще нас ждут 160 тысяч 450. Да, идет заметно на уменьшение. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Факелы Нерона. Римские историки Тацит, Светоний и Дион Кассий подробно описывают годы правления Нерона. Они рисуют образ чудовища на троне, человека-зверя, жаждавшего людской крови. Однако некоторые современные исследователи сомневаются в правдивости их рассказов. Кто же прав? Император Клавдий правил Римом более 10 лет. Узнав, что его жена Мессалина в заключении всех своих беспутств и непристойностей вступила в законный брак с сенатором Гаем Силием, он велел казнить изменницу и поклялся, что никогда больше не вступит в брак, а если нарушит обет, пусть верные претарианцы заколют его. Отныне он сторонился женщин, правда, привечал свою племянницу Агриппину. Она часто навещала 60-летнего дядюшку, весело щебетала, не уставала его нахваливать. А год спустя, в 49 году нашей эры, они стали супругами. По настоянию Клавдия Сенат обязал его жениться на Агриппине для высшего блага государства, хотя прежде такие браки считались кровосмесительными. Дядя многое делал, чтобы побаловать племянницу, и, главное, усыновил ее сына, Луция Домиция Агенобарба, чтобы тот стал опорой законному наследнику Британику. С февраля 50-го года Луций Домиций носил громкое имя Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик. Своего брата Британика он теперь обзывал незаконно рожденным. В учителя сыну Агриппина выбрала одного из мудрейших римлян, философа Сенеку. Тот должен был вырастить из Нерона идеального правителя. Нерон быстро усвоил мысль, что он избранник, достойный Рима. С 13 лет, на год раньше положенного срока, он участвовал в заседаниях Сената и носил мужскую тогу. Его говорливости можно было позавидовать. Он срывал аплодисменты, произнося перед сенаторами речи, составленные его даровитым спичрайтером Сенекой. В дни народных празднеств Нерон демонстративно появлялся на улице в одежде триумфатора, тогда как Британик потерянно стоял рядом в детской одежде. Совестливые учителя Британика пробовали за него заступиться, но больше их никто уже не видел вблизи ребенка. В октябре 54-го подданные в последний раз увидели императора Клавдия. После одной из трапез он рухнул на пол, мучимый нестерпимой болью, и скончался. После смерти императора к претарианцам, охранявшим дворец, вышел Нерон. Он робко осматривал солдат. Те косились в сторону своего начальника Бура. Последовал знак командира, солдаты взорвались ликованием. Кто-то принес носилки, и под аплодисменты нового императора отнесли в лагерь. Нового императора звали Нерон Клавдий Цезарь Август Германик. Согласие Сената было чистой формальностью. Патриции довольствовались обещанием Нерона не допускать произвола, чем грешили его предшественники-тираны, и уважать полномочия сенаторов.
Некоторые заговорили даже о возвращении Золотого века, так обнадежил их юный Златоуст. Казалось, Рим будет жить, как в лучшую пору правления Августа. Клавдий был торжественно погребен и обожествлен. Однако его завещание Агриппина не стала обнародовать, а его законный наследник Британик уже не мог и мечтать о потерянной власти. Тем временем на улицах и площадях Рима поговаривали, что мужа и отравы накормила жена. Гордая Агриппина не прислушивалась к сплетням. Все ее внимание занимало воспитание сына. По ее просьбе Сенека и Бур наставляли Нерона в политических и военных вопросах. А пока сын был молод, всем в Риме распоряжалась Агриппина. Она все время была на виду. Когда по городу несли на носилках юного императора, рядом возлежала мать. Ее портрет чеканили на монетах. Такая честь подобает лишь императорам. Но юный правитель не огорчался тем, что выглядит маменьким сынком, и не тянулся к власти. Он правил, развлекаясь. То раздавал подарки народу, то назначал пособия обедневшим, то реформировал суды, то принимал меры против подделки завещаний, то устраивал пышные зрелища, то заботился, чтобы цены на продовольствие не росли. Дворец императора был словно рог изобилия для бедноты. В народ каждый день бросали всяческие подарки. Разных птиц по 1000 в день, снедь любого рода, тессеры, чеки на зерно, платье, золото, серебро, драгоценные камни, жемчужины, картины, рабов, скотину, даже на ручных зверей. А потом и на корабли, и на дома, и на поместья. Все восхваляли правителя, щедрого и доброго. Лишь мать ругала его. Она не хотела утратить над ним контроль. Узнав, что сын влюбился в греческую вольноотпущенницу, она вышла из себя, осыпая Нерона ядовитыми упреками. И вдруг Нерон узнал, что разгневанная его непокорством Агриппина назвала Британика законным наследником отца. Возмущению императора не было границ. У него, Нерона, как у расшалившегося мальчишки, отбирали любимую игрушку – власть. Он действовал без промедления. У известной изобретательницы отрав, погубившей, говорят, его отчима, он добыл бесцветную настойку и яд и подлил отраву в кушанье брата прямо во время публичной трапезы. С первого глотка тот упал замертво. Часть гостей в панике разбежались. Впрочем, в последующие недели немало римлян будут хвалить Нерона за его решительность. Лучше убить одного честолюбца, чем разорить страну и город в новой гражданской войне. Словно зверь вырвался из клетки, которую держала на замке Агриппина. Теперь дверцы распахнулись, и ей не стало покоя, как и спасения. Все, что она завоевала вкрадчивостью и коварством, отдавала без обороны. Лишь убегала прочь от сына, вкусившего крови. От сына, которого тиранила, любила и презирала. Он пытался ее отравить, но мать принимала противоядие. Он пытался ее утопить, но мать сумела спастись. И все-таки однажды на виллу, где укрывалась под защитой перепуганных рабов Агриппина, пришли присланные ее сыном убийцы. Говорят, что когда Центурион вытаскивал из ножен меч, она подставила ему живот, воскликнув: «Поражай чрево!». Труп сожгли до рассвета. День убийства матери был объявлен праздником, ведь удалось отвратить заговор, устроенный коварной женщиной. В этот день будут проходить публичные игры в честь счастливого спасения Нерона. Сенаторы не возражали. Когда Нерон, испуганный, как нашкодивший школьник, въехал в Рим, народ встретил его ликованием. Это был триумф. Наконец он свободен. Теперь Нерон мог делать все, что ему угодно. Все больше времени он проводил на стадионе, наблюдая гонки колесниц. Он даже сам пробовал участвовать в состязаниях и правил квадригой. Но не только гонки квадриг увлекали его. Он вообще был щедро и разнообразно одарен. Выходя на сцену, он блистательно вживался в роль.
Хорошо рисовал и ваял, сочинял неплохие стихи. Светоний признавался, что держал в руках таблички и тетрадки с самыми известными его стихами, начертанными его собственной рукой. Особенно же увлекало Нерона пение. Недаром его голос многим казался прекрасным. Уроки он брал у лучшего в то время учителя музыки Терпна. По его совету часами лежал на спине, держа на груди свинцовые пластины, чтобы укрепить мышцы груди. Ежемесячно постился, поскольку это полезно для голоса. В такие дни он не ел ничего, кроме хлеба. Его прилежанию могли бы позавидовать многие артисты. Он учредил игры, получившие название ювеналий, и сам выходил на сцену, чтобы играть на кефаре. Организовал цирковые и театральные представления, бои гладиаторов. Устроил пятилетние состязания по греческому образцу – Нерони, в которых соревновались атлеты, возничие, музыканты, риторы, поэты и певцы. Впоследствии Нерон, готовый петь перед публикой часами, сам получил здесь 2 первых приза. Кажется, теперь ничто не омрачало ни его жизнь, ни жизнь Рима. Настало новое время. Близилось царство свободы и искусства, рай на земле. Победный венок, которым его наградили как лучшего музыканта, Нерон демонстративно положил к ногам статуи Августа. Люди всей империи считали, что Нерон родился под счастливой звездой. Так спокойны были они первые 8 лет его правления. Впоследствии такой выдающийся римский правитель, как Троян, назовет эти годы счастливейшим временем Римской империи. В городах Италии и провинциях жизнь процветала как никогда. Рим не вел войн, не знал мятежей, а его юный император правил уверенно и разумно, не притесняя подданных. Его называли арбитром гармонии и изящества. И мало кто знал, что страной фактически правил всемогущий советник Нерона Сенека. Это не смущало императора, зато его взволновало одно странное знамение. Среди этих событий возблистала комета, по распространенному в толпе представлению, предвещающая смену властителя, пишет Тацит. Теперь император был начеку. Еще никто не думал о заговорах, а доносчики уже докладывали Нерону, что многие в Риме хотят видеть у власти нового принцепса. Перед каждой трапезой он принимал особое снадобье, противоядие, состоявшее из 54 ингредиентов. Все чаще взгляд его задерживался на 2 фигурах Сенеки и Бури. Они напоминали ему худшие дни его жизни, дни войны с матерью, ее смерть по его вине. Ему неприятны были эти люди. Он велел Сенеке, воспитателю, учителю и другу, удалиться из города. В 62 году умер Бур. Говорили, что император сам отравил его. Новым начальником преторианцев становится Тигелин. О таком старшем друге можно было только мечтать. Стоило лишь Нерону намекнуть о своих опасениях, и неважно, кто давал для этого повод, как Тигелин расправлялся с неугодными. Нет человека — нет проблемы. У Нерона захватывало дух от радости. Рядом с ним не просто друг, а волшебник. Как легко оказалось бороться с любой бедой. Голову долой! Жена и сводная сестра Октавия давно стала Нерону в тягость. Он несколько раз пытался задушить ее, наконец сослал, объявив бесплодной. Теперь же приказал расправиться с ней центурионом. Голову долой! Голову Октавии отрезали и отвезли в Рим, чтобы показать новой жене Сабине Попеи. По словам Светония, Нерон безмерно любил Попею, но в 65 году он убил и ее, ударив ногой больную беременную. Когда слишком поздно вернулся со скачек, она его встретила упреками. Все больше людей упрекало его, и все больше он убивал. Сжег Рим, устроил массовые казни христиан, принудил к самоубийству Сенеку, попутно завладев состоянием этого богатейшего из римлян. Расправился со многими сенаторами, казня их и конфискуя имущество. Крайне нуждаясь в деньгах для новых зрелищ,
стал забирать сокровища даже из храмов. Наконец вся империя восстала. Никто не хотел защищать его. В те окаянные дни даже верные преторианцы терпеливо ждали денежных раздач, обещанных вождем мятежников. Нерон выехал в Устью и пытался собрать войско для борьбы с восставшими, но было поздно. Нерон вернулся в Рим, во дворец на Палатине. Охраны не было, он провел во дворце вечер, затем лег спать. Проснувшись около полуночи, он отправил всем тем, кто обычно участвовал с ним во дворцовых оргиях, приглашение во дворец. Никто не откликнулся. Он пошел по комнатам дворца, но тот был пуст. Нерон искал солдата или гладиатора, чтобы тот мог заколоть его мечом. Во дворце были только рабы. Вскричав: «У меня нет ни друзей, ни врагов», Нерон выскочил из дворца с мыслью броситься в Тибр. Но у него не хватило силы воли. Вернувшись во дворец, он нашел там своего вольноотпущенника, который посоветовал всеми покинутому императору отправиться на загородную виллу в 4 милях от города. В компании 4 преданных слуг Нерон добрался до виллы и приказал слугам выкопать для себя могилу. Вскоре прибыл курьер, сообщивший, что Сенат объявил Нерона врагом народа и намеревается предать его публичной казни. Нерон приготовился к самоубийству, но воля вновь оставила его. Повторяя раз за разом фразу «какой великий артист погибает», он стал упрашивать одного из слуг заколоть его кинжалом. Вскоре послышался стук копыт. Поняв, что это едут его арестовывать, Нерон собрался, произнес строфу из Илиады: «Коней стремительно скачущих топот мне слух поражает», и при помощи своего секретаря перерезал себе горло. Когда всадники въехали на виллу, они увидели лежащего в крови императора. Тот был все еще жив. Один из всадников попытался остановить кровотечение, но было поздно. Со словами «Вот она верность», Нерон скончался. В 1990-е годы появилась книга итальянского историка Массимо Фини «Нерон. 2000 лет клеветы», которая вызвала огромный интерес. В ней грозный тиран предстает в образе робкого, затравленного юноши, которого оклеветали в убийстве брата и которому пришлось убить мать только за тем, чтобы спасти свою жизнь. Но в памяти людей при одном упоминании имени Нерона неизменно возникает мысль о том, как горел Рим, подожженный по приказу императора, и как мучились христиане, казнимые на его глазах. Разве эту жестокость может что-либо оправдать? Нерона оклеветали, утверждает Массимо Фини. В ясную лунную ночь с 18 на 19 июля 1964 года в одном из районов Рима в лавках при Большом цирке занялся пожар. Вскоре пламя охватило деревянные бараки и склады, мастерские и жилые дома, тесно сомкнутые друг с другом. Сильный ветер подхватывал пламя и раздувал его. В панике люди выбегали на улицу в поисках спасения. В эту ночь множество римлян не дожили до утра, сгорев в пламени или задохнувшись в дыму. По воспоминаниям очевидцев, пожар продолжался 6 дней, а потом, едва стихнув, вновь возобновился. И еще 3 дня в Риме бушевало пламя. 3 квартала из 14 выгорели полностью, еще 7 в значительной степени. Лишь 4 городских квартала оказались нетронуты огнем. В этом страшном пожаре погибли многие храмы, редкие произведения искусства, свезенные со всего света, памятники архитектуры республиканского Рима. Ущерб, нанесенный городу, не поддавался оценке. Возможно, была уничтожена треть города. Количество же жертв было неизвестно. Уже современники связали это бедствие с именем Нерона, навеки заклеймив тирана. Когда через 70 лет после пожара римский писатель Гай Светоний Транквил, советник по переписке императора Адриана и, значит, человек, имевший доступ к государственным архивам, принялся составлять биографию Нерона, он отметил следующее.
Словно ему претили безобразные старые дома и узкие кривые переулки. Он поджег Рим настолько открыто, что многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались их трогать. Сам император наблюдал за пожаром с башни, декламируя крушение Трои, песнь, сочиненную им самим. Образ Нерона, запечатленный писателем, стал каноническим. Но мнение Светония не единственное. Тацит более сдержан в оценках. Вслед за тем разразилось ужасное бедствие. Случайное или подстроенное умыслом принципса не установлено. По словам Тацита, в ночь, когда начался пожар, Нерона вообще не было в городе. Он находился на своей вилле в Ванции в 60 километрах к югу от Рима и вернулся в город, когда огонь уже приближался к его Эсквилинскому дворцу. Все, чем он не занимался в те дни, было направлено на спасение подданных. Надо было предупредить грабежи, голодные бунты, эпидемии. Едва появившись в Риме, он вышел к людям, прогнанным огнем из жилищ, открыл для них Марсово поле и собственные сады, велел размещать погорельцев в различных постройках и сооружать для них временные укрытия. Из Остии и ближайших городов было срочно доставлено продовольствие, а цена на зерно значительно снижена. Однако, пока он спасал одних, другие распускали о нем слухи, якобы любовавшимся заревом. Справедливости ради следует признать, что большинство современных историков полагают, что Рим загорелся случайно. Та летняя ночь была жаркой и ветреной. Достаточно было кому-то случайно опрокинуть жаровню с тлевшими углями, а ветер доделал остальное. Древний Рим не раз основательно выгорал. После крупного пожара, разразившегося в 6 году нашей эры, император Ангус распорядился организовать первую в городе пожарную команду из 600 рабов. Крупные пожары случались и позднее, в 27-м, когда подчистую выгорел один из кварталов, в 36-м, когда добычей огня стал Авентинский холм, и в 54-м году. В сочинении современника императора Иосифа Флавия нет ни слова, обвиняющего Нерона в поджоге Рима. Нет намека на это и у Климента Римского, одного из первых церковных писателей, жившего в конце I века. Для него Нерон был лишь гонителем христиан, но никак не губителем собственной столицы. Теперь вернемся к версии Массимо Фини. Комментируя дело о поджоге, он приводит в защиту императора ряд аргументов. Если бы Нерон и впрямь решился расчистить место для нового дворца, ему проще было бы скупить несколько соседних имений. Незадолго до пожара Нерон построил себе новый дворец. В нем хранилась прекрасная коллекция произведений греческого искусства. В пожаре он потерял все сокровища. К тому же пожар разразился в полнолуние, а ведь любому понятно, что затевать темные делишки в многолюдном городе лучше в безлунную ночь. По-видимому, пожар разразился случайно, но катастрофа оказалась на руку врагам Нерона. Когда пожар был потушен, Нерон приступил к восстановлению города. Обугленный мусор с пепелищ доставляли на грузовых баржах в Остию, чтобы засыпать им окрестные болота. На обратном пути баржи привозили в Рим хлеб. Нерон сам продумывал планировку города. Просторные и светлые улицы заменили тесные переулки. Чтобы избежать обрушения зданий, Нерон ограничил их высоту. Нижние этажи зданий возводили только из камня. Перед каждым доходным домом за счет казны сооружался портик. Дворы не застраивались. Были прорыты также каналы, чтобы в любой момент можно было набрать воды для тушения пожара. Эти меры были подсказаны человеческим разумом, справедливо заметил Тацит. Вместе с тем они послужили и к украшению города. Конечно, для того, чтобы восстановить город, требовались огромные средства. Провинции империи были обложены единовременной данью, что позволило в сравнительно короткие сроки отстроить столицу заново. В память о пожаре Нерон заложил новый дворец – Золотой дворец Нерона.
дворец, который так и не был достроен. Однако даже построенное впечатляло. Комплекс зданий, по разным данным, располагался на площади от 40 до 120 гектаров, а центром всего сооружения была 35-метровая статуя Нерона, получившая название «Колосс Нерона». Этот дворцовый комплекс до сих пор является самой большой из всех монарших резиденций, построенных на территории Европы, а в мире уступает лишь запретному городу – резиденции китайских императоров. Но имя Нерона бесчестили, все чаще говоря, что пожар был устроен по его приказанию. И он решил, что лучшее, что он может сделать, это наказать худших в городе. Так он оправдается от клеветы, а заодно покарает преступников, давно заслуживших свое. Тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Однако этот отрывок из Тацита представляет собой, по общему признанию большинства историков, филологов и даже многих богословов, позднюю христианскую фальсификацию, имеющую целью осветить ореолом старины легенды о мучениках. В Риме начались массовые казни христиан. Желая развеселить горожан самыми жестокими представлениями, античными фильмами ужасов, разыгранными наяву, Нерон сжигал, распинал христиан, кормил ими зверей. Но чем дольше римляне наслаждались этим жестоким зрелищем, тем больше сострадали христианам. Нерон, достаточно покаравший порок, превратился в главного носителя зла в современном ему мире. Жертвы, сожженные им, стали светочами христианства, а император – светочем варварства. Но почему император обвинил в поджоге именно христиан? Массимо Фини высказывает следующую догадку. Либо христиане впрямь были виновны в пожаре, либо добровольно взяли вину на себя. В 1964 году для большинства жителей империи, что-либо слышавших о христианах, они были адептами небольшой странной секты, последователи которой верили в скорый конец света, его неименуемую гибель. Возвестил же Иисус: огонь пришел, я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Возможно, послушно этой превратно понятой воле, некоторые фанатики и впрямь помогали возгореться огню. Открыто кидали в еще не тронутые огнем дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, о чем и упоминал Тацит. Для ранних христиан Рим был рассадником грехов, новым Вавилоном, обреченным исчезнуть. Христиане не могли не радоваться пожару, этому знаку Божьего гнева. По словам нашим он горит, могли сказать о Риме ученики Христа. Веруем, ибо по словам нашим. Интересно, что Светоний, например, бичевавший любую жестокость Нерона, говорит о гонениях на христиан как о заурядном событии. В харчевнях запрещено продавать вареную пищу. Наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия. Так кто же прав? Светоний? Тацит? Император по-прежнему ждет суда. Теперь уже наших современников. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.